Привет еще раз. Да, привет. Или Наконец-то мы начинаем запись нашего первого подкаста Soul Talk по-женски, без масок. да, маски сняли, убрали. В следующий раз я покажу маски. У меня как раз-таки тут две маски лежат в комнате. И, наверное, будет иметь смысл начать с наших историй, почему мы решили это записать и про что мы хотим говорить. Давай ты начнешь, а я продолжу. Деловая? Но могу и я начать, мне без разницы. Ну, разницы нет. Мы можем начать с того, как мы с тобой познакомились. Как бы мы на самом деле познакомились на Фейсбуке. И Да. это с первого звонка просто как будто бы мы не общались несколько лет, и вот встретились, соскучились, и опять продолжаем общаться. Для меня это очень редко бывает такое, но бывает такие connection, которые просто, ну, ты знаешь, что они навсегда. И Да, я тебя искренне понимаю, я всегда очень радуюсь, когда такое случается, но это настолько редко, и это настолько удивительно, потому что ты сам не понимаешь, как это вот сейчас произошло. Ты человек абсолютно не знаешь, но почему-то у тебя все сердце раскрывается, и как будто вся твоя вот эта защита, которая обычно стоит, она уходит моментально. да, И в этом и есть эта прелесть. И действительно, как будто вы друг друга знали много-много-много лет, хотя это не так. хотя мы не знаем, да, как бы, может быть, мы друг друга знали до этого, и наши души друг друга вспомнили. В других жизнях однозначно. Да, в этой жизни в первый раз. Хотя, знаешь, я вот, кстати, вчера думала, ты говорила, что ты на Кипре была 20 лет назад. Может быть, мы там вместе были? Я там была... Нет, нет, never mind. Я что-то вспомнила год, в котором я там была. Это Нет. было не 20 лет назад. Нет, это было 30. Нет, да, 3. Нет. Что-то я запуталась, сколько, неважно. Я была там в 1998 году. Ой, нет. Я была чуть попозже. Это было... На самом Да. деле мы могли вообще просто параллельно даже проходить мимо друг друга, но нет, ну, как бы мяч не сошелся. Но пришло правильное время, и вот эта связь образовалась. Я просто искренне верю в то, что все происходит не просто так, и there is a divine time for everything. Поэтому, может быть, даже если бы мы встретились 20 лет назад, мы бы не соединились, мы бы друг друга не услышали, не поняли, и этой связи не образовалась, той, которая вот той глубины искренности, которая сейчас есть, ее, возможно, бы и не было. Да, 100%. Я, кстати, когда послушала это видео, мужчины этого и отправила тебе, мне как раз-таки это и вспомнилось, что когда на частоты одинаковые выходишь, ты видишь людей на той же частоте, у тебя происходят движения какие-то финансовые, может быть, романтические, да, в зависимости от того, что ты хочешь, когда выходишь на правильную частоту, или как говорят по-другому, измерение, да, то ты привлекаешь в это в себе. И вот я чувствую для себя, у меня такое, что я сейчас привлекаю именно тех людей, которые со мной на одном уровне или хотят уходить глубже. Не выше, да, все говорят, ой, я хочу быть выше, легче, красивее, там, я не знаю, а, счастливее, там, и так далее. На самом деле, ну, это тоже программа, да, она, что надо чего-то большего добиться. Нет, мы глубже уходим, мы понимаем, как расширяемся внутри, поэтому мне это очень нравится. Мне- Да, я с тобой согласна в плане этого, что я тоже вижу, как ко мне всегда приходят люди, которые вот на одном уровне, на одном уровне это можно назвать либо на одних и тех же вибрациях, либо на того же какого-то видения Вселенной. Или... Ну, то есть это как бы в принципе все одно и то же.
и Да. ты, по сути, притягиваешь своих людей. И это удивительно, как тоже в этом все. Я никогда не перестану этому удивляться. Это очень интересно, как все это красиво раскладывается, и как эта игра соединяет людей, чтобы мы двигались дальше, взаимодействовали, росли, смотрели глубже. Это просто невероятно. Да, да, мы с тобой как раз-таки про это сразу и стали говорить как-то так с первого звонка, и оно само по себе разрасталось на что-то большее, и в конце концов мы решили, что можно делать подкаст и делиться с другими, особенно с женщинами, можно и с мужчинами, но делиться вообще, как у нас проходит, наверное, путь, да, правильно сказать. Какой у нас путь был, какой у нас идет. Может быть, кому-то это откликнется. Может быть, кто-то сейчас проходит через то же самое и просто думает, что у меня крыша поехала, или что вот, на самом деле увидит, что есть другие люди, которые проходят через это, просыпаются. Да. Слов очень много разных, как люди называют, но для меня очень такой, как ребенок, который зашел в новое место, полно игрушек. О, я это хочу потрогать, и это хочу потрогать, и хочу тут побегать, и тут, и это потрогать. Да, мы с тобой сразу как-то в этом вдвоем согласились, и я на своем пути вот этого пробуждения, поиска самой себя, истины, я очень часто находилась в моментах, где я была одна. И это было нелегко, и мне искренне хочется, чтобы, я надеюсь, что наш с тобой вот разговор в какой-то степени, может быть, кому-то что-то подсветит, кому-то как-то поможет. И то есть это уже будет прекрасно. То есть мне кажется, это безумно важно делиться тем, что у тебя есть, что ты проходишь, как ты это видишь, потому что кому-то где-то это может как-то что-то подсветить. Вот. Это только во благо делается и вот каким-то с таким посылом. Да. И, кстати, когда мы с тобой общаемся, мы тоже такие, я часто, у меня такое ощущение, что я взлетаю. В один момент мы говорим, такая, все, полетело. И что на самом деле происходит, по всему телу начинают мурашки. И такое ощущение, что все одновременно, все мурашки так встают, и такое ощущение легкости, что сейчас полечу. И мы про это говорили, да, я во сне очень часто летаю. Мне прям хочется летать. И я вот так раз иду, потом, о, я сейчас полечу. И начинаю летать. И вот когда мы с тобой общаемся, у меня часто бывает такое, что ну что, сейчас полечу, полетели. Физически Я, тело кстати, остается, а я уже улетела. я, кстати, вот замечаю, когда встречаю своих людей на своих вибрациях, я расслабляюсь, и вот да, это действительно есть такое ощущение легкости, ты просто сам по себе, ты в моменте, ты настолько кайфуешь в этом процессе. И я вот сегодня вспоминала, у меня было так пару моментов в жизни, где ты вот просто как будто в каком-то другом мире находишься. Допустим, я как-то шла у себя в родном городе по улице Висагиноси, и я просто шла по улице. Это было лето. У нас, естественно, все уже цвело, все шикарно, все замечательно. Но я находилась где-то в другом пространстве. У меня как будто все вокруг было еще такое блестящее, светящееся. И я просто была наполнена каким-то вселенским счастьем. Но я понимала, что я тоже в каком-то своем бабле, потому что мимо в какой-то момент проехал мужчина, которого я знала, мы на йоге с ним занимались вместе. И я поняла, что он в другом пространстве. То есть он даже не остановился, он потом сказал, ну, как мы с ним встретились, естественно, на йоге, и он говорит, мне, наверное, нужно было остановиться, пообщаться, поприветствовать, а он просто проехал. И я понимаю, что он не мог остановиться, потому что технически мы находимся в разных пространствах. Это сейчас очень странно звучит, но хотя мы шли по одной улице. Но это невероятное просто ощущение, когда ты можешь быть самим собой, когда твое сердце полностью раскрывается, и вот этот поток любви,
он наполняет тебя и все окружающее. Это просто божественно. Да, мне нравится, как ты сказала, что мы находимся в другом пространстве, потому что даже сами мы можем находиться в нескольких пространствах одновременно. У меня бывает такое, что я улетаю, особенно если я нахожусь где-то, где мне нравится, я такая, все, вообще там что-то, как-то, как будто бы daydreaming называется здесь. Да, Мгм. на самом деле же ты как-то улетаешь в другое место, и кто-то что-то скажет, и ты так, «Бф». Да, так смотришь, где я, что я, зачем я, ты такой вообще откуда взялся, и зачем ты со мной разговариваешь? Мне было так хорошо. Особенно если говорят что-то вроде такое земное очень. О, посмотри на эту машину. Или что-то такое, где твое внимание из состояния, где тебя вообще даже не существует, они берут это твое внимание. Так, посмотри на машину. Это так, такое ощущение, как будто по башке дали. Так, я проснулась, да, да. Что? Где? Какая машина? Что? У меня бывает так часто. У меня, кстати, тоже мне сейчас пришло один из examples. Обычно после массажа я в таком состоянии, и если мне нужно заплатить, я вот просто сама себя такая опускаю, так, подожди-ка, сейчас надо сосредоточиться, нам нужно заплатить. Потому что, естественно, когда ты там, ты улетаешь, все тело расслабляет, ты по вибрациям сам улетаешь в свое пространство, и когда тебе нужно платить, ты такой, так, что, где, какая карточка, что? Вот такое случается тоже. Отпусти И, меня. и знаешь, какое слово почему-то мне сейчас вот прям заострилось в голове? Это слово «внимание». Внимание, фокус — это то, что нам позволяет создавать эту реальность. Мне кажется, это очень важно проговорить, потому что многие люди не осознают. У многих людей вот как бы внимание настолько рассыпчато по всему, там, по всем возможным историям, не знаю, фильмы, сериалы, мероприятия, то есть ты настолько везде и по сути нигде, что ты теряешься и, в принципе, не создаешь свою жизнь. Один из главных инструментов, которым ты должен пользоваться в своей жизни, это именно твое внимание. Это то, что создает твою реальность. Да, да, это, знаешь, оно же еще и физикой доказано, да, что Да. если ты обращаешь внимание, то что-то, на что ты обращаешь внимание, оно появляется или увеличивается. И когда ты не замечаешь, оно как кот Шрёдингер, да? Ам, Мгм. и кот живой и кот мертвый одновременно. Но когда ты открываешь коробку, то он становится или живой, или мертвый. И я не Да. знаю, я, наверное, 15 лет не могла вообще понять, о чем это, этот кот, как он может быть и живой. У меня просто в голове не укладывалось, потому что я посмотрела на это очень линейно. И Мгм. сейчас, когда я это уже понимаю, я иногда, ну, как бы не иногда, я уже потихонечку начинаю смотреть на мир так же, что если ты внимание туда поставишь, ну, направишь, да, то что-то происходит. И потом, что происходит? Происходит то, что ты хочешь на самом деле, чтобы произошло. Не осознанным мышлением, а именно неосознанным даже. Мы Мгм. с тобой часто про это говорим, и это просто у меня сейчас увеличивается, и осознание к этому, и внимание обращаю больше. Вчера ты еще мне сказала, когда я про Кипр говорила, как у меня тело начало танцевать, как даже обращать внимание на свое собственное тело. Все вокруг с нами разговаривает всегда. Да, безусловно. Тело, вот я научилась как-то его слушать, вернее, до сих пор учусь, потому что это такая удивительная машина, которую, дай бог, я когда-нибудь вспомню, как ей пользоваться. Я тебе рассказывала это выражение, ну, как бы рассказ Судгуру о нашем теле, и я не перестану его рассказывать, потому что, ну, вот он, мне кажется, очень точно описывает то, что мы делаем с нашим телом.
Садхгуру говорил как, что тело — это космический корабль самой последней модели. То есть мы даже не можем представить такого, мы в фильмах такого не видели. И он говорит зрителям, своим слушателям о том, что а вы что с ним делаете? Вы его положили на, боже мой, как же это по-русски, на, может быть, ты мне подскажешь, как у лошади, то, что за лошадью везут какой-то такой не инструмент, а прибор, на который ложат что-то и везут, прикрепляют к лошади и везут, на телегу, вот. Телега, да. Мне иногда слова выпадают с моей головы. И он говорит о том, что люди положили вот этот корабль самой последней модели на телегу и просто за собой везут. И смысл в этих словах в том, что мы в принципе не осознаем, что такое тело. И как минимум нужно начинать с того, чтобы его слушать. Потому что, ну, допустим, даже с каких-то простых моментов, когда тело радуется, когда у тебя мурашки. Вот когда у тебя мурашки, это уже подтверждено, выяснено очень многими, это значит, что-то правильно происходит, это подтверждение твоей души, подтверждение от Вселенной, что ты на правильном пути, либо, как бы, да, это правда. Или, допустим, бывают моменты, когда у тебя тело почему-то закрывается, да, или там, ты пугаешься, тогда прислушайся. То есть, может быть, даже обстановка быть ну, как будто бы нормальной, все хорошо, но если у тебя тело закрывается, то значит что-то не то, потому что уже на научном уровне было тоже доказано, что тело реагирует быстрее, чем мозг. Поэтому это очень важно к нему прислушиваться. Ну, про расслабление, питание я уже даже не иду туда, потому что это очевидно. Это целый месяц нужно обсуждать. Да. Ты знаешь, у меня несколько дней назад был такой опыт. Мы с тобой про это говорили, что у меня какой-то такой период проходит сейчас, что я перестаю быть ребенком, становлюсь взрослой женщиной. Да, это звучит смешно для некоторых, но если ты знаешь процесс, через который я проходила, да, то есть он в принципе понятный. И когда я попала в такое состояние, где мне пришлось просто сказать «нет» и за себя постоять, потому что я вроде как взрослый человек, но мне все время хочется, чтобы всем было хорошо, чтобы не ругались, чтобы не обижались на меня и так далее. Тут мне пришлось постоять за себя. И почему-то меня в этот момент, оно как-то настолько властно произошло со мной, меня унесло там в какие-то непонятные измерения, я в таком обалденном состоянии хожу, все, куда ни посмотрю, везде мне какие-то сообщения приходят на billboards или какая-то музыка играет, говорит об этом. И в тот же день я знакомлюсь с двумя людьми. Первый человек, он прям такой же, вот на такой волне, мы так начали общаться, просто познакомились, все было красиво, прекрасно, когда я думаю, вау, какой, у меня прям тело прям игралось, когда я с ним разговаривала, какой интересный человек. Потом я пошла сделать ногти, и выхожу из салона и встречаю еще одного человека, высокий такой мужчина, молодой, все. И он начинает со мной разговаривать, и у меня все внутри вот начинает сжиматься так. Я как бы чувствую, что у меня и ноги, и руки, и я вот так вот как-то даже немножко стала в сторону отходить. Думаю, как интересно. Я вообще обычно не боюсь людей. Но я настолько высоко была, что когда он начал со мной разговаривать, и он стоит и предлагает купить мне пиццу. Я говорю, во-первых, я стою такая, вообще, что происходит? Как так бывает, что на улице идешь, и тебе говорят, можно я вам куплю пиццу? Я говорю, окей. А потом мне говорит, можете взять мой телефон, мне нужно с вами пообщаться на испанском. Я говорю, я не говорю на испанском. Он говорит, а вы уверены, что вы не говорите на испанском? В принципе, с утра не говорила. Для меня, для меня такая ситуация непонятная. Пока ситуация не изменилась. Вообще, что происходит в этом мире? И потом он мне говорит, вы знаете, говорит, что я bipolar и schizophrenic.
я хотела вам сказать. Я такая говорю, ну, все понятно. Так думаю, это он такой или я? Что ты просто сейчас? Я, я ушла в сторону, села в машину, и я смеялась, наверное, еще минут 30 без остановки. Я говорю, что такое за создание, да, собственное? Ты себя повеселила. Пиццу, я bipolar, schizophrenia. Давайте с вами дружить, я вам куплю. Он мне сказал, я могу вам купить вино. Я говорю, да вы что? Ну, даже вино можете, не только пиццу. Еще и тебя рассмешила. Ой, ой, ой. Мне, кстати, это напомнило, как я встретила парня в самолете. Мы с ним летели, это был очень длинный полет. Это не было 5 минут и пицца, и вино. Это было как минимум 10 часов сидя рядом друг с другом. А, и я понимала, потому что я как эмпат, ты знаешь, я чувствую людей, я понимала, что у него внутри как бы меняется персоналитис, эмоции, и я это все чувствовала. И это был такой интересный опыт, потому что я увидела столько разных личностей в нем, супер умного, он какой-то очень умный парень, вот прям, знаешь, как сказать, у которых IQ просто завышенный. Вау. Да, но одновременно в нем живет несколько каких-то личностей, насколько я это понимаю, потому что в какой-то момент он меня спросил, если являюсь я ли психиатром, Окей. и он прям несколько раз это спросил, очевидно, этот момент его настораживал, и, очевидно, он знал, как с ними общаться. Вот. Но опыт этот был тоже абсолютно интересный, потому что он превращался, то есть, с супер какого-то умного человека в дитя, вот буквально там за пару часов, то там еще в кого-то, и вот эти роли у него менялись, и я это все ощущала внутри, и мы играли в эту игру, и я такая, бог ты мой, вот зачем я себе придумала этот опыт? Ну, вернее, я знаю, зачем я себе придумала, потому что у меня внутри, когда ты живешь в этом всем, и проходишь частенько один, то немножко страшновато, знаешь, вот как ты говорила, хорошо, что есть человек, с которым можно поговорить, потому что все равно наступает такой момент в твоей жизни, когда ты такой, блин, а я вообще еще трезво мыслю или нет? Да, да, да. Вот. И во мне где-то на тот момент жил очень такой большой страх, что я вот буду, ну, как бы, что-то с моей психикой нарушится, да, и он как-то вот проявился через этого человека, я это увидела, посмотрела, но поняла, что у меня как бы все окей, то есть мне волноваться не нужно, то есть я с этим слежу, ну, в плане того, что я очень заземленная, хотя я и учусь жить по-новому, потому что во мне открываются какие-то новые вещи, вот как ты сказала, ты как ребенок попала в новый магазин игрушек или какой-то, не знаю, это даже не то, что магазин, это, блин, это целый какой-то большой парк развлечений. А, И ты изучаешь все эти новые вещи, которые в тебе раскрываются, когда ты, не знаю, чувствуешь энергии, когда тебе приходят какие-то осознания просто в голову, потом это происходит, когда ты, не знаю, много разных моментов, и это, конечно, супер круто. И я понимаю, что это не предел, это просто такая крупинка того, что на самом деле мы можем, и что вложено в каждого из нас. И сейчас оно раскрывается у всех потихонечку, и очень ну, как бы мне очень нравится наблюдать за этим. И вот видеть, что оно раскрывается у других людей тоже. для меня очень интересно, когда у меня это проходит иногда, я так смотрю по сторонам, думаю, так, мне это померещилось, или это сейчас было, или у меня крыша поехала. Знаешь, вот бывают такие моменты, но когда я рядом нахожусь, особенно с теми, которые меня, например, понимают, да, или сами процесс прошли, или проходит процесс, или заинтересованы в этом процессе. Например, мой мужчина Дэн, он заинтересован очень сильно в этом процессе, и он у него медленно-медленно начинается. И иногда я ему рассказываю что-то,
Я говорю, ты видишь? Он говорит, я не вижу, но я вижу, что ты видишь, и мне этого достаточно. И иногда он что-то видит такое, а он еще видит в паттернах. Он на мир смотрит через паттерны. И он иногда мне говорит, а ты видишь? Я говорю, извини, но я не вижу. Ну, иногда не получается, да, как бы я не могу видеть мир через его глаза или через его опыт. Но я могу послушать о нем, об опыте, да, и как бы для тех, кто нас будет слушать, для кого-то это будут звучать как очень смешные истории из серии «Ералаш», для кого-то это будут истории, которые немного пробудет. Да, да, вот у меня такое, а я и так испугалась, потому что для меня, в начале, когда я сейчас начала немножко просыпаться, и были вопросы такие, а вообще, почему так? Почему не по-другому? Вот с чего все и начиналось. Почему так, а не по-другому? А для кого-то это будет, может быть, приглашение присоединиться к тем, кто уже медленно выходит на другой уровень. Ну и про медленно тоже мы с тобой обсуждали. Такого на самом деле нет понятия медленно. Это мы люди придумали, чтобы в коробку, в безопасности находиться в коробочной. Ну да, оно, как сказать, у каждого же свой путь, своя скорость, и, в принципе, нет какого-то стандарта, по которому ты можешь это измерить, поэтому слова такие, как медленно и быстро, не актуальны, по крайней мере, вот в моей реальности точно. И мы с тобой тоже говорили про то, что, к сожалению, у нас всех посадили вот в эти коробочки, и с детства мы как будто бы просто согласились с миром, который есть, и даже не задавались вопросом, правда ли это, неправда, стоит ли что-то question, что-то узнать, почему это, для чего это, ну, как бы зачем-то. И это печально, потому что многие вещи, которые нам говорили, они на самом деле очень далеки от реальности и правды. Вот. И когда ты начинаешь осознавать, что есть что-то большее, и заглядывать туда дальше, ты понимаешь, что жизнь построена совсем по-другому. И это дает, это знание дает тебе свободу, в первую очередь, свободу, дает возможность скинуть вот эти все слои, которые ты насобирал за жизнь, все какие-то условные, там, не знаю, даже поговорки или какие-то, не знаю, тебе черный кот перебежит дорогу, значит, ты несчастен. Ну, что это такое? Ну, нет, ребят. Ну, как бы у каждого, конечно, есть право верить в то, что они верят, и it's okay, то есть я никого не могу переубеждать и никогда не буду. А у каждого своя реальность, но наверное, стоит просто иногда задать вопрос, а вот почему именно так? Хотя бы начать с этого. И тогда посмотреть, что из этого выйдет дальше. А не просто соглашаться с тем, что вам предлагают. Да, у меня даже не совсем давно, я не знаю, несколько лет назад, наверное, был такой вопрос. А кто вообще и когда придумал замужество, что нужно так жить? Кто придумал, что нужно с одним человеком всю свою жизнь жить? Кто придумал, что детей нужно воспитывать? Их надо защищать, но их воспитывать не нужно. И у меня часто с бывшим мужем, с папой моих детей, получается, можно сказать, не то чтобы мы не ругаемся, но мы не понимаем друг друга, потому что я смотрю на мир так, что мои дети, они знают намного больше, чем я. Они на мир смотрят с таким свободным взором, у них у них нет лимитаций, они могут спокойно подойти кому-то продать что-то. Да? То есть у них нет этих коробок, которые, например, не дают им двигаться вперед. У них нет такого, что, ой, надо быть
надо быть, надо выглядеть хорошо, чтобы там, знаешь, вот все эти программы, которые на нас понависали, а, я как бы доверяю им, что они делают выбор правильно. И когда они мне задают вопросы, я им рассказываю просто свой опыт. Или опыт своих клиентов, или опыт того, что я изучила, или что-то по физике. Но я никогда им не говорю, не надо делать этого, или не делай, или не ходи туда. И мне, кстати, недавно Дэн тоже сказал, он говорит, мне так нравится, как ты своих детей растишь, ты никогда им не говоришь, что делать. Я говорю, ну кто я, чтобы им говорить, что делать? Даже вот в школе я не знаю, я знаю только свой опыт. Я знаю опыт своих друзей, я знаю опыт их папы, но я не знаю, какой будет опыт у них, я не знаю, что откроется, я не знаю, как будет выглядеть мир, когда им будет по 30 лет, даже вот 11-летняя моя. А у него взгляд на мир такой, что детей надо воспитывать, надо им говорить, что делать, иначе будет плохо, потому что его так вырастили. Да. И родители так вырастили, они по-другому не знали. Я раньше по-другому не знала, потом я начала изучать это, когда я уже пошла в университет с СМИ. Я начала смотреть на мир по-другому, но очень медленно. Ой, а что-то, а это вот это не так, а это вроде не так. И потом у меня начала голова немножко так взрываться. Вообще, я вообще хоть что-нибудь знаю в мире. И теперь уже идет опыт такой, что я сама его хочу получить, я сама хочу опыт получить, я хочу сама зайти в какие-то комнатки посмотреть. Мне хочется, как ты говоришь, если вот в парке аттракционов, я смотрю, например, на аттракцион, я хочу сама проехаться, посмотреть, мне нравится он или нет. Но если я уже проехалась один раз, если он мне не понравился, я туда не пойду. Если понравится. Ну, конечно. Есть, конечно, мазохисты, которые любят одно и то же, чтобы повторялось у них, да, но с этим ничего нет проблемного, это просто внутри, на химическом уровне происходит определенное удовлетворение. Даже когда у нас скандалы дома, какая-то драма у людей, люди, они к ней привыкают, и они как-то особо без нее не могут, потому что она дает спайкс, да, как Да. иначе вроде как жизнь вот такая, а тут поругался, так, о, вниз, вниз, а потом помирился, о, там хорошо. Люди Ну смешные. да, это какое-то развлечение для них в своей жизни. Хотя это звучит сейчас очень странно, то, что люди ссорятся, но это вот часть той реальности, которую они для себя построили и наслаждаются ей. Да, и еще очень часто я замечаю, что они не знают, что по-другому можно. Эти Да. спайки вверх-вниз и ощущения экстремальные можно другими путями получать. Для меня это продажи. Да, я очень люблю продавать людям вот что они хотят. Даже, не знаю, даже если кому-то понравилась кружечка, да, мы пошли в магазин, я смотрю, у них зажглись глаза, кружка, кружка. Ой, но у меня уже 25 кружек дома. Ну и что, будет 26-я. Посмотри, твое лицо, как она тебе нравится, как ты от нее горишь, ну, купи себе, потом сдашь кому-нибудь, подаришь кому-нибудь. Да, вот даже такие маленькие вещи, у меня от них больше, как говорится, восхищение, чем от того, чтобы поругаться, а потом помириться. Да, насчет того, что у многих людей, они как будто бы не знают, что есть другие опции. Я неоднократно проживала вот это сама, потому что это вот про уровни история. В игре иногда ты просто не понимаешь, что есть какая-то другая опция. И поэтому важно, очень важно общаться, очень важно стремиться задавать вопросы и расширять это сознание, потому что у многих людей как бы есть другие опыты, и ты даже не подозреваешь, что можно сделать и как можно достичь каких-то моментов, ну, или решить как-то твой вопрос.
только потому, что ты не был в какой-то другой ситуации, или ты не прожил какой-то другой опыт, или ты родился в другой семье. Ну, то есть много разных причин. Поэтому очень важно общаться, очень важно делиться опытом, очень важно поддерживать и слушать и слышать друг друга, и пытаться услышать. Потому что очень многие люди слушают, но на самом деле они ничего не слышат. То есть там такой барьер стоит, что да, что туда вообще не пробиться, а ты попытаешься зайти туда. Я вообще, в принципе, большую часть своей жизни жила по такому принципу, что я всегда пытаюсь услышать, ну, как бы, и свою сторону понять, почему я так действую, и почему другой человек поступает по-своему. То есть, когда вот особенно, знаешь, такие ситуации, тебе кто-то что-то там говорит неприятно, или как-то тебе некомфортно в этой ситуации, ты, как бы я пытаюсь понять, почему другой человек поступает, то есть в какой момент он начал считать, что вот это хорошо, да, и это расширяет как бы вообще твое видение мира. То есть ты как будто не только из себя смотришь, ты поднимаешься чуть повыше и такой, окей, сейчас вся ситуация, я теперь вижу, окей, ты делаешь что-то, я делаю это, почему мы это делаем, для чего мы это делаем, кому. Мы же друг для друга, на самом деле, каждый из нас является учителем и учеником во всех ситуациях, по большому счету. И очень важно смотреть на мир именно вот через эти очечки. Иногда я, правда, забываю, абсолютно тоже впадаю в такие какие-то свои истории, надо прожить и свои там какие-то внутренние ощущения. Но, по сути, все, что в нашей жизни происходит, это во благо, чтобы мы выросли, чтобы наш опыт расширился, чтобы наше мирозрение тоже увеличилось. Поэтому всегда нужно постараться, во-первых, ну, как я это живу, я не знаю, кому-то, может быть, это откликнется, кому-то это будет очень далеко, в ком-то это вызовет какую-то просто безумную реакцию ненависти и агрессии. Это тоже окей. Но я свою жизнь живу вот именно с этой точки. Сначала я задам себе вопрос, окей, там, как бы, что я тут должна выучить, какой тут у меня урок, почему тот человек так поступает. И вот потихонечку начинаются все эти пазлы складываться. Частенько не с первого раза, я люблю по несколько раз наступать, я в этом профессионал. Но благо сейчас стало чуть получше. Я теперь как будто бы побыстрее проскальзываю через уроки и не катаюсь на одних и тех же каруселях несколько раз. Так что прогресс точно есть. Я Да, да. этому рада. Ты знаешь, вот то, что ты говорил, да, про слушание. Мы вчера разговаривали с Дэном, и я ему пыталась рассказать свое видение определенного момента. У нас произошел момент, и я пыталась рассказать ему, как я его вижу. И когда я ему начала рассказывать, как я его вижу, он меня, наверное, остановил 3-4 раза. И он все эти 3-4 раза говорил, ну потому что вот так ты это видишь. Я говорю, да, я говорю, нет, если ты, ну, да, я договорю, и ты увидишь, как я это вижу. После 2-го или 3-го раза, когда он меня остановил, я говорю, ты меня не слушаешь сейчас. Ты меня слушаешь через свою линзу или через какой-то, как будто бы, знаешь, вот когда есть такие специальные наушники, которые переводят тебя на другой язык. Мгм. И вот они слушают, а потом тебе переводят, но они, когда переводят, они не всегда все хватают и так далее. Я говорю, ты как Да. будто меня слушаешь через переводчик. Во-первых, пытаешься договорить то, что я говорю, а я вообще в другую сторону иду. И ты уже думаешь, что ты знаешь, что я отвечу. И когда ты подходишь к человеку с таким подходом, то человек, он не чувствует, что ты его видишь или слышишь. Он теряется. Во-первых, ты его видишь ниже. Ой, я уже знаю, что они скажут. А во-вторых, Мгм. они в твоих глазах себя начинают видеть ниже, меньше, закрытие, да, что типа... А на самом деле, я говорю, ты же не знаешь, что я пытаюсь сказать. Я говорю, да, ты определенные паттерны мои знаешь, да, ты как бы знаком с определенными моментами, как я думаю и так далее.
Но как только мы начинаем думать, что мы знаем другого человека, то закрываются все двери любопытства. Человек становится так, ну, я же уже знаю как. И вот, кстати, многие пары, они на этом и начинают разваливаться, потому что оба начинают думать, что я знаю уже этого человека. Мгм. Я уже знаю, что он ответит, я знаю, как он себя поведет. А на самом деле я такой человек, мне бывший муж говорил, и Дэн мне говорит, I never know what you're gonna do next. Ну, то есть, говорит, вообще невозможно предсказать, что ты сделаешь. Единственное, что я знаю, это что you will definitely change your mind. А, и я говорю, потому что я бабочка. И хотела, нет, нет, хочу сюда, нет, хочу, а теперь назад, а теперь вверх, а потом вниз. Мне поэтому и вертолеты больше нравятся, чем самолеты, потому что вертолет, он сюда, может сюда, вот так, вот так, вот так, Да-да-да. в любую сторону. Вот. Сама насмешилась. Мне, кстати, сейчас это напомнило такую историю. Я несколько лет назад, когда еще была в Plan Medicine World, я наткнулась на такую статью, что сейчас отношения между людьми, вот именно между мужчиной и женщиной, они изменятся. Потому что до этого как будто бы все строилось на том, что нужно выйти замуж, и ты создаешь эту комфортную ячейку, да, и вы там десятилетиями проживаете вместе, не в зависимости, что происходит внутри. Вот. А сейчас, вот именно в тот момент, начался как бы новый поток, насколько я понимаю, пары, где один из моментов, самый важный, заключался в чем? В том, что вас соединяют для того, чтобы вы росли. Потому что ты как личность, вот, мы с тобой об этом говорили, ты как личность можешь вырасти только до определенного, ну, уровня. А с партнером, когда ты достиг этого уровня, ты можешь вырасти еще больше, то есть еще выше пойти куда-то. И в тот момент я прям помню, мне так сильно это внутри напугало, но потом я через какое-то время с этим согласилась. И я обычно так делаю. Я обычно, знаешь, что-то новое происходит. Боже мой, что такое? Я не знаю, не умею, я боюсь. А потом такая, ну, вроде окей. А не, все замечательно, я умею, я все знаю, я справлюсь. У меня вот такие вот стадии. Потому что кто-то, знаешь, заходит, выбивает дверь, кто-то там просто открывает, а я сначала такая, боже, нет, я туда не пойду, это слишком страшно. А потом первое, вот в числе первых веду все, так скажем, эту браваду. Ну, по крайней мере, у меня в голове так это. Прикольно. И я помню, меня тогда испугал тот момент, говорилось о том, что может наступить такой момент, когда ты встретил свою любовь в жизни, да, ну, как ты ощущаешь на тот момент. Вы живете несколько лет, там, может быть, 10, может быть, 2 года, не знаю. И ты понимаешь, что ты больше не растешь. Ну, то есть вы остановились. И это тот момент, когда вам придется разойтись. Даже несмотря на то, что у вас до сих пор вот в тот момент будет друг к другу искренняя любовь. Потому что если вы не растете, значит, вы будете разрушаться. И я Вот. помню свои ощущения, что да, что я когда это прочитала, меня это испугало, а потом ты не поверишь, что я осознала, что в моей жизни это было 10 лет назад. Я была в отношениях, и я поняла, что я люблю человека, но мы оба просто идем в болото. Мы в болоте засели, мы друг друга разрушаем, по какой-то причине что-то не работает. И мне пришлось сделать вот этот шаг, хотя я его безумно любила, но я понимала, если мы останемся вместе, мы просто друг друга сожгем. И самое интересное, ну, конечно, я ему сделала безумно больно, я это искренне понимаю, но он потом и женился, нашел девочку, которая ему подходит, то есть все, у него все сложилось прекрасно, хотя в тот момент, когда все это происходило, это, конечно, было Конечно. безумно больно. Да. Вот, но я к чему говорю? В том, что в отношения, вот как я это сейчас вижу, это тот момент, это тот опыт, который ты создаешь с человеком, где ты можешь еще больше блоссом, еще больше развиваться, и вы друг друга поддерживаете, и вы играете в эту игру вместе, и вам обоим интересно.
И это вот на самом деле просто божественно, когда вот такие союзы, а когда я вижу, когда люди вот просто живут потому что надо, мне немножко даже за каждого из них обидно, потому что я понимаю, что каждый из них могут, вот сейчас они все разошлись, несмотря на все сложности, я знаю, что это нелегкая вещь, это очень тяжело, там в каких-то моментах и дети тоже включены в этот процесс. Но если вы разойдетесь, каждый из вас найдет другого человека, возможность, с которым вы будете искренне счастливы. И вот почему-то у нас пока еще нет... Есть люди, которые идут уже по этому пути, но большинство людей пока что остаются, предпочитают оставаться в комфорте. Да, да, потому что комфорт, он кажется безопасным, но он просто медленное разрушение. На самом деле все в жизни идет разрушение, в энтропии. Но мы с тобой об этом поговорим в следующий раз, в следующий выпуск. А на сегодняшний день, пожалуйста, ставьте лайки, присоединяйтесь. Мы будем очень много общаться на этом канале, да? Как он у нас называется? Soul Talk по-женски и без масок. И девушки, женщины, наши прекрасные, наши богини, если вы Плаги. хотите, чтобы мы обсудили какие-то темы, если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях, и мы будем выбирать интересные для нас топики и тоже это обсуждать в прямом эфире. Да. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока. Да, благодарим вас.